Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю вареники с картофелем. Тесто у меня будет необычное. Для него нам понадобится кефир, яичные желтки, соль, сода, хорошо просеянная пшеничная мука. Все продукты должны быть комнатной температуры. Точное количество я пропишу под видео. В миску вливаем кефир. Кефир у меня жирностью 2,5%. Яичные желтки. Всыпаем соль, перемешиваем. Постепенно вводим муку. Также вводим соду. Если начинка в варениках у вас будет сладкая, то в тесто добавляйте сахар. Сахар добавляйте по своему вкусу. Тесто трудно вымешивать лопаткой, буду вымешивать руками. Тесто получается эластичным и не липнет к рукам. Убираем в полиэтиленовый пакет и даем ему отдохнуть минут 20-25. Теперь приготовим начинку. Здесь у меня отварной картофель. К нему добавляю растопленное сливочное масло. И нужно хорошо размять. Теперь к картофелю добавлю обжаренный репчатый лук. Лук нарезаю на мелкие кубики. Лук отправляю в разогретое растительное масло. И обжариваю до золотистого цвета. Для того, чтобы лук был красивого золотистого цвета, я добавлю немного сахара. Лучок готов. Добавляем его к картофелю. И еще я добавлю чайную ложку сушеного укропа. Осталось хорошо перемешать начинку. Все, начинка готова. Тесто у нас заотдыхалось, стол я припыляю мукой. Раскатывать я ничего не буду. Тесто я делю на 4 части. Три части отставляем в сторонку и накрываем пакетиком, чтобы они не подсыхали. Теперь катаем колбаску и будем делить ее на заготовки для вареников. Нарезаем на небольшие кусочки. И из каждого кусочка раскатываем круг. Наполняем начинкой и делаем вареник. Готовые вареники я буду выкладывать на противень, который я застелила пищевой пленкой. Вареники налеплены, осталось их отварить. В кипящую воду я добавляю соль и отправляю вареники. Перемешиваю и варю буквально минуты 2-3. Вынимаю шумовкой. Готовые вареники я поливаю растопленным сливочным маслом. И можно подавать к столу. Такие вареники в неотварном виде отлично переносят заморозку. Всем приятного аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем всего доброго, берегите себя и до скорых встреч!